Всем привет, с вами я, Унафата, и сегодня я сделаю обзор на волшебную текну из коллекции Bloomix Fairy. Сразу хочу сказать, что кукла от Witty Toys с новыми лицами мне не очень симпатичны. Тем не менее, я постараюсь оценить текну из данной коллекции объективно, так как она мне все же приглянулась, и именно она стала моей первой текной с новым лицом. Коллекция кукол Winx Bloomix Fairy 2014 года выпуска, то есть их вполне можно считать новинкой. Коробка вполне типичная для упаковок, в которых выпускается большинство кукол Winx. Прозрачная часть выполнена полуовалом неправильной формы. В левом верхнем углу располагается золотистый логотип Winx, который немного переливается. Внизу коробки мы видим текну 3D в превращении Сиреникс. Мне кажется, это очень странное дизайнерское решение использовать изображение персонажа в старом превращении. Также внизу присутствует надпись New TV Series 6, гласящая о том, что 6-й сезон уже транслируется по ТВ. И, конечно же, название коллекции Bloomix Fairy. Внутри коробки также есть информация о том, что крылья феи подвижны. По левую руку от текны находится расческа в форме Сиреникс Box, видимо, производители ярые фанаты 5-го сезона. Рядом с расческой располагается надпись «Стильные подвески на крылышках». К сожалению, данная надпись меня только огорчает. Эту куклу я покупала по акции, и, видимо, она была уцененной из-за того, что на правом крылышке у нее не было подвески. Я очень надеюсь, что она просто упала, и когда я открою, я найду ее где-то на дне упаковки. По правую руку текна располагается карточка с кодом для игры Bloomix Quest, о которой мы поговорим в конце обзора. Информация об этой игре также находится в верхнем правом углу упаковки. К большому сожалению, коробки, в которых продаются куклы Winx, устроены так, что невозможно извлечь куклу, не повредив при этом фон упаковки. Из-за этого я не смогу показать вам, что изображено на заднем плане. Но благодаря передней прозрачной части мы можем увидеть, что сзади изображен замок Блум на ее родной планете Домино. На обратной стороне коробки мы видим всех фей Winx из коллекции Bloomix Fairy. Здесь также находится золотистый логотип Winx и само название коллекции. Также есть изображение Bloom 3D в Сирениксе. Ниже представлены скриншоты из игры Bloomix Quest, которую я упомянула ранее, а также небольшая реклама фильма Winx «Тайна морской бездны», который наверняка многие из вас уже видели. В основном на задней части упаковки нет ничего интересного, я думаю, стоит перейти к распаковке куклы. Итак, текна извлечена из коробки, и наконец можно рассмотреть ее поподробнее. Тон кожи текны светлый, на щечках присутствует небольшой румянец. Глаза большие, радужка цвета морской волны. Верхние ресницы феи как будто подкрашены и подведены черной стрелкой. Верхнее веко окрашено в нежно-розовые тени и немного блестят. Подвижное и нижнее веко не окрашены. Брови у текны коричневые, хотя в мультсериале они почти того же цвета, что и ее волосы. Пухленькие губы текны имеют приятный розовый оттенок, края губ приподняты, фея будто улыбается нам. Волосы, кстати, не совсем того же цвета, они на пару тонов темнее. Они очень сильно залачены и прошиты достаточно скудно, то есть волос на голове куклы маловато. Кстати говоря, прическа достаточно сильно отличается от той, с которой текна появляется в мультсериале, а также отсутствует диадема. Теперь рассмотрим поподробнее костюм куклы. Вы, наверное, уже успели заметить, что он достаточно сильно отличается от оригинала. Верхняя часть лишь отдаленно напоминает тунику, которую текна носит в этом превращении. Отсутствует правый наплечник, две золотые нити на правой руке, нет лент на левой руке. Тем не менее, над колготками Witty постарались. Они очень похожи на мультяшные и выглядят действительно волшебно, хотя узоры выполнены в другом цвете. Очень расстраивает, что производитель решил не делать обувь для этой коллекции. Я не считаю, что это хорошая идея, так как обувь в данном превращении у каждой феи хорошо продумана, и она не так сложна в исполнении. Шлейф вполне каноничный, он желтого цвета, усыпан блестками. Перед тем, как я перейду к самой прекрасной части этого костюма, я хочу рассказать вам о том, что же такое Bloomix и при каких условиях девочки его получили. События, при которых феи получили свое новое превращение, происходят в 6-м сезоне. Когда ведьмы Трикс обзавелись своей новой знакомой по имени Селина, они захватили облачную башню. Селина была интересна сестрам, так как она обладала книгой Легендариума, в которую заключены герои легенд. Селина могла призвать этих персонажей, которые, кстати говоря, обладали огромной силой. Все вместе они атаковали Линфею и забрали у феи Winx их волшебные способности.
Магия осталась лишь у Блум, так как никто не может отнять силу пламени дракона у его хозяйки. Блум поделилась частью своих сил, что дало девочкам надежду на возвращение их собственных волшебных способностей. Чтобы получить новое превращение, кроме пламени дракона, девушкам понадобилось проявить храбрость и смекалку. Хочу отметить, что это превращение, пожалуй, самое проработанное. У всех фей костюмы совершенно разные, хотя проглядывается общая стилистика. В деталях каждого костюма проявляются особые отличительные черты характера и силы девушек. Также мне очень нравится песня превращения. У нее достаточно боевой мотив, который призывает фей сражаться с силами зла. Бытует мнение, что название превращения происходит от слова «bloom», что с английского переводится как «расцветать». Получив новые силы, феи как бы расцветают, раскрывают себе новые возможности. Хотя многие все же считают, что название взято от имени главной героини мультсериала Bloom, ведь именно благодаря ей девочки обрели новые силы. Блумикс – это не единственное превращение 6-го сезона. Чтобы попасть в мир Легендариума, Винкс предстояло получить Мификс, с помощью которого они могли перемещаться в другую реальность. Куклы Винкс Мификс уже продаются за рубежом. В России и странах СНГ на момент снятия обзора продажи замечены не были. Что ж, теперь переходим к самой красивой части костюма. Это, конечно же, крылья. Вити всегда очень трепетно относились к ним и делали их максимально каноничными. Крылья очень детализированные. На передней стороне они усыпаны блестками. Также на них есть подвески, напоминающие пыльцу Энчантикса. К большому разочарованию я так и не смогла найти вторую подвеску, поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Подвеска состоит из 3 полупрозрачных бусин, 2 голубых и 1 розовой. Крылья Текны подвижные. В комплекте с Текной шла фиолетовая расческа в форме Syrinx Box. Узоры расчески проработаны, но не раскрашены. Такая же расческа появляется в комплекте с куклами из коллекции Syrinx и Harmonix. И это было очень нелогично со стороны Вити положить в коробку с куклой из коллекции Bloomix такую же расческу, хотя Syrinx Box не имеет никакого отношения к данному превращению. Видимо, это еще один повод сэкономить на производстве. Также в коробке была карта с кодом для игры Bloomix Quest. Код вы можете увидеть на своих экранах. Подводя итог всему вышесказанному, я хочу отметить, что данная кукла очень хорошо подходит для игр. На ней нет мелких деталей, которые могут потеряться, она достаточно яркая и вполне привлекательная, а также ее крылья трепещут, как самые настоящие крылья феи. Но для коллекционеров, как я, это настоящий кошмар. Многие детали упущены, лицо куклы хоть и приятное на вид, но далеко от мультяшного. На сегодня на этом все. Будьте рациональными и не поддавайтесь на провокации. До скорого!